Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас обзор, по танку Великобритании 9 левела. Акционная машина Chieftain Proto, которая мне выпала. Так же, как и Рудный Барон, точно такой же танк. Из коробок ивента на Марс. И сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой машине. Конечно же, раз она стоит в ангаре. Прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Вот, а что я хочу прям сразу сходу показать вам. Найдите сколько-нибудь отличий. Ну-ка, не найдете. Какие изменения претерпел внешний танк? Никаких, кроме как танк Рудный Барон вот покрасили. Соответственно, это танк, копия Рудного Барона. Вот, и предлагаю начать обзор, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, господа, коллижн модель нашего Chieftain Proto. Ну и давайте глядеть. Клюв у нас такой немного какой-то. Тут вот к низу там какие-то изгибы имеет. Ну ладно, давайте начнем. НЛД 114, 115, 114. Как для тяжелого танка 9 левела это полный картон. Центральная часть клюва между НЛД и ВЛД 240. Единственная, самая, наверное, крепкая деталь вот в этой части. Почему? Сейчас показываю не полностью. Смотрите. Значит, 208 вверху, 218 рикошет. Вот в верхней части ВЛД уже идет за счет рикошета. Броня приведенного улучшается. И здесь уже сложно этот танк пробить. Равно как и самую верхнюю часть корпуса. Равно как и вот эти вот щеки корпуса. То есть НЛД и вот такая некая полусфера здесь пробивается, выше уже нет. Подбашенный цилиндр у нас 324, тут все хорошо. Рикошеты, приведенки дофига, не пробить. Касаемо башни, башня люто бронирована, прям, ну пацаны, тут вообще просто десятки отдыхают, нас даже голдой не пробьют. То есть броня лютая в башне, но, есть одно но. Вот такой вот замечательный люк. Он достаточно большой. В краях у него приведенка там 211. Вот здесь 169. По центру 161. Он высокий и он большой. Никто вам не будет пытаться пробить броню вашей башни. Все будут вам какать в люк. Касаемо борта. Здесь у нас есть противокумулятивный экран. Борт у нас немного гнутый. Есть фальшборд. Ну тут самое интересное. 67 броня борта, да, с катками 95, борт у нас 70. А как он танкует от борта? Никак не танкует. Глядите, не пробить, смотрите, приведенка, все, никак не пробить, да. Но подставляете вот эту вот замечательную шляпу над гусеничной полочки, да, 160, но тут рикошет, вот треугольник есть, да. Да и это все тоже пробивается, что я говорю. Ну, по сути, подбашенный цилиндр. Вот такая вот деталь. Огромная, посмотрите. И вот даже с надгусеничной полкой. Все тут вышибается насквозь. Вы посмотрите, что за дерьмо. Вам сюда и восьмерки, которые вы будете попадать. И даже семерки на голде будут спокойно пробивать. Про десяток, девяток мы молчим. То есть от борта этот танк не может танковать. Может ли он танковать от УВН от башни? Тоже не может. Видали, какая шляпа? Танк испорчен в самом его зачатке, так сказать. Вот такая вот смешная броня. Касаемо орудия, у нас здесь 120 миллиметровка с альфой в 400, 515 на фугасе, 262 пробития на основном, хорошее бронепробитие, 310 на голде, как для девятки, тоже неплохо, 120 на фугасе. Я здесь подчеркну, у этой пушки на этом танке очень хорошее пробитие на фугасе, так что не забывайте про это и, конечно же, стреляйте по малобронированной технике фугасами, пробьете, хорошее пробитие. Вот, заряжается пушка при такой альфе 12 секунд, это на стоке можно улучшить. ДПМ 2000, 0,37 точность, как для тяжелого танка нормально. А вот время сведения пушки не самое комфортное, на стоке пусть даже 2,7 секунды. Понятно, это все тоже можно улучшить, но уже на стоке такое себе. Касаемо полевой модернизации, во втором блоке берем вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирка шестерня наведения, в пятом блоке звукоизоляция, в шестом блоке второй слот берем на мобильность и в седьмом блоке качаем настройку отбора мощности.
Схема 2. По оборудованию поставил максимально простую схему. Турбина, закалка, стаб, по сути. Ну, поставил все экспериментальное оборудование. У вас его тоже сейчас, наверное, очень много. Вам рекомендую, в принципе, тоже вот поставить просто всю эксперименталку. Танк неплохо себя вполне на ней ведет. По снарядам. Основной у нас подкалиберный. Летит 1150 метров в секунду. Голда у нас тоже подкалиберный, летит 1350. Фугасы летят 1067 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот я поставил доп. Паёк, чтобы усилить возможность данного агрегата. Мне здесь, естественно, немного не хватает досола стандартного. Ну ладно. Вот 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь касаемо танка. По броне мы уже обозначили, что от борта на нем очень сложно играть. По башне от УВН тоже. У нас все тут пробивается. Давайте сразу посмотрим. Количество ХП на экспериментальной закалке у нас 1950. Нормально, как для девятки. Вот касаемо орудия, что мы еще не сказали. У нас есть УВН на минус 10. Это круто. С таким экипажем, с таким оборудованием. Ребята, у нас 0,33 точность. У нас 2,24 секунды время сведения, что уже, в принципе, комфортно. Да, ДПМ чуть-чуть подрос 2, там почти 200, ну не почти 2, 228. Вот. Касаемо мобильности. 44 вперед, 15 назад, 16, почти 17 лошадей на тонн говорит, что он как бы свою максималку должен набирать быстро. Но, увы, максималку свою он почему-то набирает медленно. Проблема с проходимостью по грунтам, не знаю что, но набирает он, не соответствует цифрам. То есть, когда больше 15 лошадей на тонну, танк должен лететь вперед, даже тяжелый. Но у нас почти 17, и он не едет ни хрена, к сожалению. Вот, касаемо обзора, у нас, опять же, вот при такой сборке 4,41 метр, что, в принципе, очень даже неплохо, как для тяжелого танка. Машина, на мой взгляд, сложная. Она хуже среднего на 9 левеле с аналогами, на мой взгляд. Давайте отправляться в бой, посмотрим, собственно, на что она способна в реальных условиях боя. Вперед! Так, господа, обзор боем у нас Chieftain Proto. Да. Из марсианских коробок выпал, как и Рудный Барон. Абсолютно одинаковые танки, разные стили. Рудного Барона покрасили. По-моему, вообще просто покрасили, даже ничего не добавили. Так, в бою мы против восьмерок. Боль начинается, вы все слышали сами, я ничего никогда не придумываю. Даже диктор, который озвучивает, так сказать, как рефери в начале боя по боксу или какие-то другие виды спорта, говорит у нас тут прям: боль начинается. Вот все. Вот и думайте, нужно играть вам в танки, либо нет. Боль начинается. Ребят, у меня сзади куча танков, надо поджиматься, светить, поджиматься, этот фланг давить. Ну просто посмотрите, какое количество танков сзади. Здрасте. Все, побежал.
Это ангар родной. Виперочку обходили. Это что это? Это откуда это? Вангар. Так, ребят, ну 2500 дали. Ну, понятно, что нам больше же надо. Вот. Хорошо. Хорошо. Едем вперед. Победа рядом. А стой, паровоз. Не стучите колеса. Все, полетел под все стволы. Броня не побрита. Все, пока. Ну, план сделали. Как для девятки сделали. Заряжаемся, въезжаем, но не успеваем, да. Прям вот четко план сделали. 3600. Я всегда говорю, минимальный план для девяток это 3500. Пожалуйста, 3600. Ох, 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 ох. Хороший ли это танк? Да неплохой-то в целом. Единственное, туго набирает свою максималку. Долго достаточно заряжается пушка. Ослабленное место в башне, люк большой. И четвертое, это подбашенный цилиндр при танковании от борта. Наверное, все-таки слишком много нюансов отрицательных, чтобы сказать, что это прям хороший танк. Он по сравнению с тяжелыми танками своего уровня, наверное, ниже среднего. Назовем это так. Он даже не средний, а ниже среднего. Вот, надолбали мы 3 фрага, второе место по урону. Обычный тяжелый танк, ничего сверхъестественного. Поэтому кто, вот я смотрю, покупает миллион коробок, чтобы выбить рудного барона, который по сути является этот же танк, только покрасили. Не знаю, ребят, наверное, не стоит так сильно потеть за эту машину, прямо разочаруйтесь. Если со мной не согласны, в комментарии, у кого есть эта машина, ребят, свои пишите, какое оборудование используете, как вам танк, может он вам зашел. Как по мне, незаурядная личность и прям такое. Подписывайтесь на канал, вот, прожимайте лайки, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.